Всем привет, ребята! Решил сегодня прокатить выходной день, суббота, 2 мая. Погодка шикарная, в Германии сегодня плюс 23. Очень много наших собратьев повыкатывали своих бойцов. Привет, братик! Решил сегодня катануть, изведать еще одну дорожку. Нашел, классное место. Называется Bergsee. Переводится с немецкого «горное озеро». К водичке потянуло, господа. Как только потеплело, потянуло к водичке. Вот так выглядят, кстати, дома в обычных селах в Германии. Даже светофор имеется. Ничего себе. Нарушать нельзя. Полтинничек, едем потихоньку. Школа, садик. Вот в таком вот стиле вот перед нами домик. Это вообще считается старая такая стилистика. Какая-то кирха, церковь. Жаль, она спрятана, ее очень плохо видно. Только купол немного. Видимо, разрешили людям застроиться там. Поэтому очень плохо видно саму достопримечательность. Их здесь много в Германии, они все похожи, они все в таком черном стиле, черной этой кольчуге, типичной для Тюрингии. Я просто тащусь от этой архитектуры, от этих домов. Господа, это все жилые дома, чтобы вы понимали. Ну, речечка какая-то протекает. Прекрасно. Все зелененькое. Хочется к водичке. Не знаю, в интернете посмотрел, есть фотки. Но их там не сильно много. Нету изобилия фотоотчетов в Google картах или на сайтах конкретно этого места. Ну, такое. Сыровато-черствовато. Хотя место обещает быть очень симпатичным. Насколько я знаю, здесь проводятся часто на этом озере именно кемпинг. И часто очень проводят всякие тусовки. Вот мы сегодня попадем на какую-то немецкую тусу. Проводят часто рок-концерты, кантри-фестивали. Ну и в принципе немцы подбухивают пивасик, как обычно. Жарят колбаски. Блин, просто посмотри, какая гладь. Справа просто все зеленым ковром покрыто. Безумно красиво. Какое-то предприятие огромное. Что это? Фукс. Это что такое фукс? Лисицы? Непонятно. Не обессудьте за мой немецкий. Но как красивенько, смотрите, возле предприятия этого чистота идеальная. Еще бы не выпиливали деревья. Было бы вообще круто. Смотрите, как чистенько все. Вот он, немецкий порядок и чистота. Супер. Дорога не то чтобы идеальная, но она неплохая. Для дороги между селами вполне себе может быть.
Привет! Я сегодня катаюсь с двоечкой, со своей дочей. Так сказать, прививаем мотолюбовь подрастающему поколению. Здорово! Да, к сожалению, вот она комментирует, но, к сожалению, ее не слышно из-за, скажем так, не до конца разобравшейся ситуации записи звука. К сожалению, будет только мой голос. Но Дося здесь. Она всем передает привет. Безумная красота. Тоннели из деревьев. Ребята, это все тюрингийские леса. Кому интересно, обязательно локации все добавлю. Заходите, подписывайтесь. Я буду исследовать все больше и больше тюрингийских красот и показывать это все дело вам. Чтобы вы тоже окунулись вместе со мной в эту красоту. Вдохнули вместе со мной, опа, камешки. Вдохнули вместе с собой чистейший воздух тюрингийских лесов. Вот такие маленькие поселения, маленькие домики, но выглядят очень аккуратно, очень ухоженно. Везде порядок. Я не вижу здесь никакого мусора. Ого, аппаратик идет. Трабант. Очень культовая тачка, кстати, в Германии. Немцы очень сильно полюбляют такие машинки. Они на двухтактном движке. Легенькие такие, по-моему, сделаны из какого-то типа пластика, стекловолокна, что-то в этом роде. Они очень легенькие. Пацаны, вы куда? А можно я проеду, пожалуйста, по главной? Спасибо. А то парни вообще такие резкие, дерзкие. Сакура. Уже отцвела, но все равно выглядит довольно-таки красивенько. Хай. Ребята, как вам, кстати, вот эта тема со здоровканиями байкеров? Не утомляет ли вас? Постоянно махать двумя пальцами. Я так-то новичок, байкер, это мой первый сезон. Я пока не устал. Есть тут заядлые мотоциклисты, которые, возможно, дадут свои комментарии по этому поводу. Безумная красота. Какой-то мост впереди. Какое-то вот поле, смотрите, вот поле зелененькое. Ни одного нету сорняка, бурьяна. Просто идеальная чистота. И это не засаженное поле. Вон там велосипедисты катят. Это просто пустующий кусок земли. Да, по этому мосту тулят фуры. Вид такой, конечно, динамичный. Вау, вау, вау. Доченька, ты как? Болят ножки у дочи, говорит. Ну, нужно привыкать, зайчик. Нужно привыкать к посадке на мотоцикле. Это у нас не спортбайк. Это городской мотоцикл. Если бы был спорт, я не знаю, ну, наверное, ты бы устала еще, как только мы из дому выехали. Мотобратики, как у вас, когда с двоечкой катаете, ноют? Ваши пассажирки, любименькие, ненаглядные. Типа, давай остановимся. Попьем кофе. У меня все болит.
Вот и виднеется уже водоем наш. Не так уж и далеко от моего дома, всего полчаса езды. Ну, такое озерцо. Бергзи! Горное озеро. Расположена эта вся лужа в центре Тюрингийского леса, в долине. И эта вся лужа создана искусственно, имеет размер 100 гектар площадь. Ее создали во избежание затоплений этих населенных пунктов порядка 100 лет назад. То есть техническая такая задача была. А случилось так, что это стало одним из топовых мест для туризма. Здесь офигенный кемпинг. Вот мы подъезжаем, там машинки припаркованы уже вижу. Нам нужно будет заехать вот сюдымс. Плавненько, аккуратненько. Стопе. Оплатить въезд на ресепшене. Доченька, ты можешь слезть?